Ну что, друзья, сегодня у нас интересный топ. Это топ сертифицированных устройств. Не просто сертифицированных устройств. Топ ТВ-боксов с Dolby Vision. С Dolby Vision. И именно только сертификатов. Вне зависимости от цены. И сегодня не так, как обычно. Мы начнем с самых лучших и закончим там тоже нормальными. Мы сюда худшие не включали. Поэтому подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ссылки на проверенных продавцов и именно на обзоры. Вы же не забывайте, что мы делали обзоры, мы держали их в руках, мы их тестировали. Мы знаем, про что мы говорим. Но обзоры лежат в описании под видео. Ну и, конечно же, на канале Технозон. Поехали. И начнем мы с чего бы вы думали? С Rocktec G2 и Hamatix Box R 4K+. Объясню. Практически одинаковые ТВ-боксы, Hamatix Box R 4K+, и Rocktec G2. Пользуюсь я конкретно Rocktec. Кстати, вот я сначала использовал Hamatix, потом перешел на Rocktec. Во-первых, мне дизайн черный больше нравится, чем белый. А во-вторых, мне там пульт этот больше нравится. Не знаю, у меня где-то он лежит. В той комнате, в той студии. Более пульт нравится, он более длинный, интересный. И я его использую конкретно. Я смотрю на нем Netflix, я смотрю на нем Nexon телевизионный, скажем так, сервис и, само собой, все другие стандарты просмотра, скажем так, бесплатного, он тоже поддерживает. При этом там есть и сертификация Dolby Vision, и Dolby Atmos, любые типы стриминговых сервисов. Он на M-Logic S905 X4 именно X4K с сертификацией Dolby Vision. Мало того, у него 4×64 памяти. Ну, давайте сейчас найдем картинки, да, где-то там обычно у нас производитель их прячет за рекламными. Вот, смотрите, вот он какой красавчик. И у него есть сертификация GeForce Now. GeForce Now, объясню, мне очень интересен, потому что, ну, например, там можно поиграть во что-нибудь интересное. Если у тебя платная подписка, то в Stalker, например, пошпилить. Но это уже такое, на вкус и цвет все фломастеры разные, но еще меня прельщает то, что там Android TV. И когда я говорю сейчас про Rocktec G2, то считайте, что я говорю и про Hamatix, но в Hamatix 4×32. На текущий момент здесь уже на текущий момент Android 12 с автофреймрейтом нативным через API от Google. Очень все удобненько и красиво сделали. Главное, что есть Dolby Atmos. И стоит на текущий момент, на момент съемки этого видео, он $102. Думаю, $102. А если вам, допустим, если вы живете в Украине, вам лень ждать, если вы живете в Украине, вам лень ждать, то, пожалуйста, в Украине, даже используя промокод Nexon, тут, пожалуйста, смотрите, 4990 гривен, использование промокод Технозон на Nexon, вы получите еще скидку, и будет примерно такая же цена. И я бы, например, живя в Украине, себе захотел купить Rocktec, я бы покупал бы прямо в Украине на Nexon. Ссылка тоже лежит в описании под видео и на промокод в том числе. Одни из лучших ТВ-боксов, которые есть на текущий момент на рынке. Если меня сейчас спросите, а как же Nvidia Shield TV? Ребят, а вы один кодека нет, HDR 10 плюс нет, HDR в YouTube нет, уже ну столько разных уже моментов, он то уже не поддерживает, морально устарел. Морально устарел, и при той его цене на текущий момент это очень много. То же самое, вот Hamatix Box R 4K, то же самое, только вот вы должны понимать, что стоит он $110. Он стоит даже дороже, чем Rocktec. Он стоит дороже, чем Rocktec. Лиса сейчас подвиснет. Он стоит 110, Rocktec стоит 102. Прикинь. Но вот это вот самые топовые, которые я на текущий момент рекомендую брать в сертификации для стриминговых сервисов. Следующий это у нас Rocktec GB1. Дешевле $50. Ребят, дешевле $50. Rocktec GB1 сертифицированный с Netflix, с Гуглом, грубо говоря. Смотрите, это стик по сути. Это формат стика без USB-шек, вы должны это понимать. Здесь есть USB-C, и мы еще выпустим на него обзор. Здесь Google Android, Google TV 12. Немаловажный момент, здесь стоит процессор Realtek RTD 1315C с Dolby Vision, с Dolby Atmos и с сертификацией Google, с Netflix сертификацией 4K 60 FPS поддерживает. Ну, здесь Wi-Fi 5, конечно, но он дешевый, он просто-напросто дешевый. И это немаловажный момент. И все вот эти вот сертифицированные устройства, чтобы вы понимали, они все поддерживают конкретно Chromecast. У него есть Dolby Audio, у него есть Dolby Atmos, Dolby True HD DTS-X нет. И когда будет обзор, вы посмотрите. Достаточно интересный вариант очень бюджетного устройства. И почему вот он здесь находится сразу за Rocktec и Hamatix? Да потому что у Realtek
своя особенная картинка, которая мне всегда нравилась больше по качеству, чем у M-Logic. Да, он не дотягивает по функционалу до Rocktec и Hamatix, но по картинке тут некоторые, там тоже не без нюансов. В любом ТВ-боксе не без нюансов. Но то, что он стоит своего внимания, это однозначно. И, кстати, его сейчас уже на Nexon можно купить по цене там 2490 гривен. Пожалуйста, с промокодом Технозон будет еще дешевле. Купили 2 на 16, Google TV 12 и смотрите. Следующие у нас это ТВ-боксы. Конечно же, Xiaomi Mi Box S и Xiaomi Mi TV Stick. Безудержные лидеры, давайте обновимся, чтобы в долларе появилось, $42, а Xiaomi Mi TV Stick $39. На текущий момент очень неплохие цены. Xiaomi Mi Box S второй генерации, честно говоря, я начинаю разочаровываться. Знаете из-за чего? Из-за того, что Xiaomi обещали обновление, уже сколько времени обновлений нет. При этом TV-бокс это один из тех TV-боксов, которые я тоже использую постоянно. Тут вопросов даже нет. Этот TV-бокс мы его используем для тестов, иногда смотрим в студии фильмы. И здесь полноценный M-Logic S905X 4K, то же самое, но 2 на 8, нет нормального LAN-порта, то есть LAN-порт нам надо делать допустим, через донгл, у меня LAN такие донглы, они у меня есть, их куча там валяется где-то. При этом здесь полноценный USB-порт, правда 2.0. Если, допустим, в Nexon нет портов, да, то здесь есть порт, но опять же 2.0 и, честно говоря, тот же самый Google TV на базе еще и старого Google TV 11. Но при этом, опять же, поддержка Dolby Vision, Dolby Atmos, Netflix, пульт поддерживает инфракрасную опцию, кстати, как и у всех вот этих TV-боксов, пульты поддерживают инфракрасную опцию по управлению вашим телевизором, дополнительную, да. Здесь то же самое. Также и именно в Xiaomi Mi TV Stick 4K, это у нас M-Logic S905Y4 процессор, 2 на 8 то же самое. Конечно же, запилить там OTG, можно попробовать LAN кабель вывести, именно вывести USB-шку какую-то для подключения каких-то там дополнительных устройств, но он все-таки стиком и останется. Хотя стик тоже чертовски неплох. И на Xiaomi Mi Box, и на стик есть сторонние прошивки, есть огромное количество каких-то модификаций, уже там люди дошли до какого-то там квинтэссенции идеала. Я не знаю, как это назвать больше, но это неплохие устройства. Из сертифицированных хочется отметить Mikulka M2 Plus Deluxe. Он ушел у нас где-то вниз рейтинга. И объясню вам почему. Несмотря на то, что у него есть гигабитный LAN, несмотря на то, что есть, допустим, 4 на 32 у него сертификация Netflix, он сейчас стоит, кстати, дешевле дешевле $100. Это его реально нормальная цена. За 81 бакс можно брать. Рассчитывать на обновление не стоит вообще. И исправляли, откровенно говоря, мелкие косяки тоже очень-очень долгие, которые вышли на старте продаж. Я не знаю, будет ли такая цена держаться постоянно, но пройдя по ссылке в описании под видео, можете посмотреть. Тот же самый M-Logic S905X 4K. Неплохо он работает со всеми сертифицированными сервисами. Своя у него атмосфера. Микул надо любить. Микул надо любить в том плане, что Микул обычно допиливают сами люди. И у нас была по Микулам еще старые темы Микулка M6. Кстати, здесь не будет ни Микулка M6. Это не полностью сертифицированный TV-бокс. Там нет сертификации Netflix. Это немаловажно. И нет сертификации Dolby Audio. А здесь в этих всех есть Dolby Vision, Dolby Atmos и тому подобные вещи. Без них я вот этот вот топ не рассматриваю. Будет еще один топ на HDR10 и HDR10+, там будет чуть пошире ассортимент. Либо чуть-чуть поменьше. Короче, Mikulka M2 Plus Deluxe, смотрим мой обзор, смотрим мой второй обзор, я там выпускал исправления и делаем выводы. Но я его не сравнивал бы, допустим, с Rocktec'ами, у которых тоже гигабитные порты, потому что Rocktec'и обновляются, Rocktec'и поддерживаются, есть какая-то служба поддержки. Здесь мы только пишем и больше ничего не получаем в ответ. То есть, если есть какие-то мелкие баги и проблемы, то они с вами останутся практически на всю жизнь. На следующее это у нас Google TV Streamer 4K. Я вам скажу, для меня это новый девайс, но он у меня тоже есть. Леночка, дай мне, пожалуйста, Google TV Streamer 4K. Я вам объясню. Я использую тоже Google TV Streamer 4K. Тащи сюда всю коробку. Я его только вот из дома принес. Хочу вам отснять обзорчик. У меня есть что насчет него сказать. Вот, пожалуйста. Вот у меня есть коробочка. Он неплох. Есть определенные моменты с невозможностью включить у Матрикса специальные возможности. Да, это есть. То, что сервер работает, он работает, вроде не падает, но вот это вот все вроде. Да, там Android, там Google, вернее, там Google TV 14. Да, это есть.
Да, там все хорошо, там какой-то там новый процессор, конечно же. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Там все очень интересно. Dolby Vision, Dolby Atmos, само собой, стандартно. Сейчас я вам покажу Google TV, пульт. Кстати, вот насчет пульта. Вот как можно было Google выпустить вот такой вот с вот таким факапом, честно говоря, устройство? Не знаю, это прям меня расстроило до глубины души. Пульт, ну елки-палки, он реально люфтит, у него крышка, вот она реально вот до такой степени. И ты ее держишь, когда ты пультом пользуешься. Эта крышка реально люфтит. Вы еще на обзоре увидите. И верхняя вот эта вот штука, она тоже западает. То есть вот этот пульт, он неплох. Тут даже можно его искать, как потерянный. Есть кнопка, там все классно. Но, опять же, блин, нафакапили. Теперь 4х32. Это большой плюс. Он достаточно резвый, хороший ТВ-стик. Почему TV-стик? Потому что у него также нет USB, видите? Также нет USB. Есть LAN-порт, правда. И самое интересное, что у него процессор Mediatek. Все вроде бы ничего. Но, блин, но цена у него, давайте обновлю, чтобы вы увидели в долларе, но цена в 122 бакса. Извините меня. За Google TV 122 бакса, да я лучше Rocktech возьму за сотку. Rocktech с Android TV, с гигабитным ланом, с USB-портами, с нормальным пультом, блин, без каких-то проблем. И с Wi-Fi прикольным, шестым. Действительно, там Wi-Fi фигачит, я не знаю, в космос можно дострелить. А здесь у нас вот так вот выпустили. Хотя TV-бокс работает, ничего не скажу. Так же, как в принципе и Chromecast, который старый, уже достаточно проверенный, но опять же 905 X3 процессор, устаревший немножко, с тем же Chromecast, без AV1 кодека, ну с Dolby Vision, с Dolby Atmos, его пилили 2 на 8, что-то там иногда профрессовывают, но опять же хорошо работает. Хорошо работает, но и цена 67 баксов. Извините меня, за стик $67, пускай с Dolby Vision, так я лучше возьму Xiaomi Mi TV Stick 4K, а он на Android TV, а не на Google TV. Есть разница? Есть. Поэтому вот мы пошли от лучших к худшим. Ну и King Hang G1, вот очень неплох ТВ-бокс, учитывая то, что от 4х32, Wi-Fi 6, Dolby Vision, без Dolby Atmos, кстати, HDR10+, и есть, конечно же, у нас здесь Netflix сертификация, ну и вообще полностью сертифицировано. Но опять же, выпустили обнову и нафакапили, знаете, с чем? Раньше был Dolby Vision постоянный, здесь сделали адаптивный. Все хорошо. Но если ты работаешь с Dolby Vision, у тебя будет только Dolby Vision без HDR. Если ты работаешь с HDR, будет HDR без Dolby Vision. Тоже. Но опять же, TV-бокс хорош. Он действительно мощный, работает на M-Logic S905X4 процессоре и достаточно неплохо себя показал. В целом, это вот те вот TV-боксы, которые Технозон на текущий момент может рекомендовать к работе с Dolby Vision, с Dolby Atmos контентом. Я не говорю именно в сертифицированном секторе. Я не говорю, что нет каких-то там мега крутых TV-боксов еще. Возможно, они где-то есть на каких-то рынках. Напишите, если знаете чего-то получше. А в остальном всем, ссылки все в описании под видео. Это наш топ. Смотрим наши обзоры. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.